Какое существо на планете самое ядовитое и почему ученые решили выпустить против него армию муравьев? В 2001 году на севере Австралии появилась морская оса, медуза, чей яд убивает человека за 3 минуты. 1 грамм ее токсина способен остановить сердце 60 взрослых людей одновременно. Но самое страшное, эти создания начали размножаться с невероятной скоростью, заполонив все побережье. Пляжи закрывались один за другим, туристическая индустрия теряла миллионы долларов, а количество жертв росло каждый месяц. Тогда австралийские биологи предложили решение, которое звучало как безумие – использовать против медуз крошечных муравьев. То, что произошло дальше, не ожидал никто. Морская оса получила свое название не случайно. Ее щупальца достигают 3 метров в длину, и на каждом расположено около 5000 стрекательных клеток. Когда человек случайно задевает медузу, эти клетки выстреливают микроскопические гарпуны с ядом со скоростью пули. Токсин атакует одновременно нервную систему, сердце и кожу. Жертва испытывает такую боль, что теряет сознание прямо в воде и тонет еще до того, как яд успевает убить. Летом 2001 года на пляже Кернса нашли тело 9-летнего мальчика. На его теле были характерные красные полосы, следы щупалец медузы. Через неделю погиб еще один ребенок. Потом взрослый мужчина. Всего за 3 месяца морская оса убила 11 человек только в этом регионе. Для сравнения, акулы по всей Австралии убивают в среднем 1 человека в год. Начали устанавливать защитные сети вдоль побережья, но медузы проникали через малейшие разрывы. Спасатели дежурили с уксусом, единственным средством, которое частично нейтрализует яд, но помогало это редко. Слишком быстро действовал токсин. Туристы массово отменяли бронирование отелей. Местные жители боялись подходить к воде. Экономика прибрежных городов рушилась на глазах. Биолог Джейсон Кларк из университета Джеймса Кука обнаружил нечто странное. Медузы каждый вечер возвращались к одним и тем же местам у берега, мелким заводям с мангровыми зарослями. Там они откладывали личинки на корни деревьев. Именно эти личинки через несколько недель превращались в новых смертоносных медуз. Кларк понял, если уничтожить личинки, можно остановить размножение. Но как это сделать? Личинки размером с булавочную головку прикреплялись к корням под водой в труднодоступных местах. Никакие химикаты использовать было нельзя. Это уничтожило бы всю экосистему мангровых лесов. Решение пришло неожиданно. Аспирантка Кларка заметила, что в тех местах, где росли колонии зеленых древесных муравьев, личинок медуз практически не было. Зеленые древесные муравьи строят свои гнезда прямо на мангровых деревьях, сшивая листья шелком, который производят их личинки. Одна колония насчитывает до 500 000 особей, и они яростно защищают свою территорию от любых существ. Их укус впрыскивает муравьиную кислоту, которая вызывает жгучую боль даже у крупных животных. Кларк провел эксперимент в лаборатории. Он поместил личинки морской осы в аквариум с корнями мангровых деревьев и запустил туда 100 муравьев. За 20 минут насекомые обнаружили каждую личинку и разорвали ее на части своими мощными челюстями. Муравьи оказались идеальными охотниками. Они патрулировали каждый сантиметр коры и корней, не пропуская ни одного укромного места. Но главная проблема заключалась в масштабе. Побережье, зараженное медузами, растянулось на 300 километров. Требовались миллиарды муравьев. Кларк предложил безумный план – искусственно расселить колонии по всем мангровым зарослям региона. Его коллеги считали идею провальной. Муравьи могли нарушить экологический баланс, уничтожить местных насекомых, навредить птицам. Правительство Квинсленда все равно одобрило проект. Альтернативы не было. В марте 2002 года стартовала операция под кодовым названием «Зеленый щит». Команда из 30 биологов начала собирать колонии муравьев в заповедных зонах, где их популяция была стабильной. Каждую колонию вместе с гнездом аккуратно переносили в специальные контейнеры и транспортировали к зараженным участкам побережья. Процесс оказался мучительно медленным, муравьи агрессивно реагировали на любое вмешательство. Несколько исследователей получили серьезные ожоги от укусов. Их руки покрылись волдырями, а один мужчина попал в больницу с аллергическим шоком. Приходилось работать в защитных костюмах при 40-градусной жаре. За первый месяц удалось переселить всего 200 колоний. Этого было недостаточно. Тогда Кларк изменил тактику. Вместо переноса целых гнезд команда начала создавать условия для естественного расселения муравьев. Они строили специальные мостики между деревьями, устанавливали кормушки с сахарным сиропом в нужных местах, привлекая разведчиков из существующих колоний. Муравьи сами находили новые территории и основывали там поселения. К июлю количество колоний выросло до 2000. Началась настоящая война между муравьями и медузами. Первые результаты появились через 6 недель. Биологи установили подводные камеры в мангровых зарослях, чтобы отследить активность личинок медуз. Записи показали поразительную картину.
Каждый вечер, когда взрослые медузы приплывали откладывать потомство, муравьи спускались по корням прямо к кромке воды. Они формировали живые цепочки, цепляясь друг за друга, и патрулировали корни на несколько сантиметров ниже поверхности. Как только личинка медузы прикреплялась к коре, муравьи атаковали ее за секунды. И просто убивали. Они полностью уничтожали любые следы, не давая другим личинкам закрепиться рядом. Камеры зафиксировали, как одна колония за ночь уничтожила более 300 личинок на участке в 10 квадратных метров. Но муравьи начали вести себя странно. В зонах с высокой концентрацией медуз колонии увеличивались в размерах в 3 раза быстрее обычного. Рабочие особи становились агрессивнее и крупнее. Кларк взял образцы для анализа и обнаружил шокирующую вещь. Муравьи питались личинками медуз. Белок из тел личинок оказался для них идеальной пищей, ускоряющей рост и размножение. Природа создала идеальный механизм саморегуляции. Чем больше медуз появлялось, тем быстрее росла популяция муравьев. Чем больше становилось муравьев, тем меньше личинок выживало. Система работала как биологические качели. К сентябрю 2002 года количество новых медуз в обработанных зонах сократилось на 70%. Пляжи начали постепенно открывать. Первый сезон без смертельных случаев за 3 года. Туристы возвращались. Казалось, план сработал идеально. Затем произошло то, чего никто не предвидел. В октябре рыбаки из поселка Порт-Дуглас начали жаловаться на странное явление. Их сети были полны мертвой рыбы, покрытой муравьями. Насекомые научились охотиться на мелкую рыбешку, которая подплывала слишком близко к корням мангровых деревьев во время прилива. Они атаковали добычу группами, парализуя ее укусами и затаскивая на берег. Популяция муравьев вышла из-под контроля. Колонии разрастались так быстро, что начали вытеснять других насекомых. Местные пчелы исчезли с территории в радиусе 50 километров. Муравьи разоряли их ульи. Птицы перестали гнездиться на мангровых деревьях, потому что муравьи нападали на птенцов. Эколог Сара Митчелл из природоохранной организации забила тревогу. Предоставила данные, которые ужаснули всех. Разнообразие в зонах расселения муравьев упало на 40% за 4 месяца. Исчезли 32 вида насекомых. Популяция мангровых крабов сократилась вдвое. Муравьи поедали их молоть. Кларк создал решение одной проблемы, но породил другую, потенциально более опасную. Министерство охраны окружающей среды Австралии созвало экстренное заседание в ноябре 2002 года. Кларку дали 2 недели, чтобы найти способ остановить распространение муравьев, иначе проект закроют, а колонии уничтожат химикатами. Это означало возвращение медуз и новые смерти на пляжах. Команда биологов работала круглосуточно, изучая поведение разросшихся колоний. Энтомолог Роберт Чен заметил любопытную деталь. В нескольких местах, где муравьи расселились особенно плотно, их активность внезапно снизилась. Колонии перестали расширяться и даже начали сокращаться. При ближайшем рассмотрении обнаружилась причина. Крошечные паразитические мухи размером с комара. Эти мухи откладывали яйца прямо в тела муравьев. Личинки вылуплялись внутри насекомого и пожирали его изнутри. Зараженный муравей становился вялым, переставал работать и через несколько дней погибал. Одна самка мухи за свою жизнь заражала до 200 муравьев. Чен установил, что мухи появились естественным образом. Они всегда обитали в этих лесах, но в небольших количествах. Взрывной рост популяции муравьев создал для них идеальную кормовую базу. Теперь мухи размножались так же стремительно, как раньше их жертвы. Природа нашла собственное решение проблемы дисбаланса. Но Кларк понял, если просто ждать, пока мухи распространятся естественным путем, пройдут месяцы. В это время муравьи нанесут непоправимый ущерб экосистеме. Нужно было ускорить процесс. Команда начала разводить мух в лабораторных условиях. Процесс оказался сложнее, чем с муравьями. Мухи жили всего 10 дней и требовали живых муравьев для размножения. Пришлось создать целую ферму. Специальные террариумы, где выращивали муравьев специально для заражения мухами. За 3 недели удалось вырастить 50 тысяч мух. В декабре начался второй этап операции. Биологи выпускали мух в самых проблемных зонах, где колонии муравьев разрослись критически. Результат превзошел ожидания. Через месяц численность этих муравьев в этих местах сократилась на 60%. Но возникла новая проблема. Местные жители начали жаловаться на мух. Насекомые роились возле домов, забивались в вентиляцию, лезли в еду. Кусали людей и не переносили болезни, их количество раздражало. Получал по 20 жалоб ежедневно. Пресса раздула скандал. Газеты писали о безумном эксперименте ученых, которые превратили райское побережье в кошмар из насекомых. Телевидение показывало репортажи с муравьями, пожирающими рыбу, и тучами мух над городскими улицами. Общественное мнение резко развернулось против проекта. Депутаты требовали немедленного прекращения программы. Природоохранные организации подали в суд, обвиняя правительство в экологическом преступлении. Кларк получал угрозы по электронной почте. Его обвиняли в уничтожении природы Австралии.
Ученый оказался между двух огней. С одной стороны, смертельно опасные медузы, убивающие людей. С другой, нарушенный баланс экосистемы, который мог привести к непредсказуемым последствиям. В январе 2003 года произошло событие, которое изменило все. Морской патруль обнаружил у побережья Кернса мертвую морскую осу размером с баскетбольный мяч, в 3 раза крупнее обычной. В ее теле не было никаких повреждений, признаков болезни или травм. Медуза просто умерла. В следующую неделю волны выбросили на берег еще 17 мертвых медуз. Все огромного размера, все без видимых причин гибели. Кларк взял образцы тканей для анализа. Результаты ошеломили его. В организмах медуз обнаружилась высокая концентрация неизвестного токсина. Биохимик Лина Вонг потратила 4 дня, чтобы идентифицировать вещество. Это оказалась муравьиная кислота, но в модифицированной форме. Каким-то образом токсин накапливался в телах личинок медуз, которых поедали муравьи, а затем передавался обратно во взрослых особей через пищевую цепочку. Картина прояснилась. Взрослые медузы питались мелкими рыбешками и креветками. Те же существа поедали мертвых муравьев, падающих в воду с мангровых корней. Токсин накапливался в их организмах, а затем концентрировался в медузах. Чем больше медуза ела, тем больше яда получала, пока концентрация не достигала смертельного уровня. Природа создала идеальную ловушку. Медузы сами себя отравляли, охотясь в водах, зараженных продуктами их собственного хищничества. К февралю количество мертвых медуз достигло 200. Популяция морских ос в регионе сократилась на 85%. Пляжи были полностью безопасны впервые за 3 года. Туристический поток вырос вдвое по сравнению с прошлым сезоном. У муравьи и мухи все еще оставались проблемой. Кларк продолжал мониторинг, ожидая, когда система придет к равновесию. В марте случилось то, на что он втайне надеялся. В мангровых лесах появились огненные муравьи, агрессивный вид, который конкурировал с зелеными древесными муравьями за территорию. Огненные муравьи строили гнезда в земле, а не на деревьях, и охотились на других насекомых, включая личинок зеленых муравьев. Колонии начали воевать друг с другом. Зеленые защищали деревья, огненные атаковали с земли. Это естественное противостояние замедлило рост обеих популяций. Одновременно мухи-паразиты начали заражать не только муравьев, но и других насекомых. Их численность стабилизировалась на безопасном уровне, рои над городами исчезли. Жалобы местных жителей прекратились. К апрелю экосистема начала восстанавливаться. Пчелы вернулись в те зоны, где численность муравьев снизилась. Птицы снова загнездились на мангровых деревьях. Популяция крабов начала расти. Биоразнообразие медленно возвращалось к прежним показателям. Международная команда экологов провела независимую оценку проекта. Их отчет содержал неожиданный вывод. Несмотря на временный дисбаланс, экосистема не только восстановилась, но и стала устойчивее. Появился естественный механизм контроля над медузами, который будет работать годами. Популяция морских ос больше никогда не достигнет критических значений. Природа сама будет регулировать их численность через созданную пищевую цепочку. В мае 2003 года рыбаки из порт Дугласа заметили странное изменение. Их уловы сократились вдвое за 2 недели. Сначала исчезла мелкая рыбешка, которая обитала у мангровых корней. Потом пропала креветка. Затем начали уходить более крупные виды, которые питались этой мелочью. Морской биолог Дэвид Холмс провел погружение в прибрежных водах и увидел то, что его встревожило. Мангровые корни, обычно кишащие жизнью, стояли почти пустые. Муравьи охотились настолько эффективно, что уничтожали не только личинок медуз, но и мальков, рыб, икру, мелких ракообразных, все, что двигалось в зоне их досягаемости. Пищевая цепочка рушилась снизу вверх. Без мелкой рыбы голодали средние хищники. Без креветок исчезали виды, питающиеся ими. Дельфины, которые раньше заходили в эти воды охотиться, ушли в другие районы. Популяция морских черепах сократилась, они питались медузами, которых теперь почти не осталось. Холмс предоставил данные, которые шокировали научное сообщество. Биомасса живых организмов в прибрежной зоне упала на 70% за 4 месяца. Мангровые леса превращались в мертвую зону. Вода становилась прозрачной, признак того, что планктон исчезает, без планктона погибает все остальное. Кларк понял масштаб катастрофы. Муравьи решили проблему с медузами, но создали эффект домино. Они стали суперхищниками, которые нарушили баланс всей прибрежной экосистемы. Паразитические мухи контролировали численность муравьев на суше, но под водой, где муравьи охотились во время отливов, у них не было естественных врагов. Правительство потребовало немедленных действий. Министр охраны окружающей среды дал Кларку ультиматум. Либо он находит решение за месяц, либо начинается полная зачистка территории химикатами. Это уничтожило бы вообще все живое в регионе, но власти были готовы пойти на это. Команда работала в режиме аварийной ситуации. Энтомолог Чен предложил радикальную идею – использовать феромоны, чтобы отвлечь муравьев от воды.
Если создать искусственные источники пищи в глубине леса, колонии переключат свое внимание и перестанут охотиться у корней. Биологи установили тысячи кормушек с сахарным сиропом и белковыми смесями по всему лесу на расстоянии 50 метров от воды. Кормушки пропитывались синтетическими феромонами, имитирующими сигналы о богатом источнике пищи. План был простой – заставить муравьев забыть о прибрежной охоте. Первые 2 недели ничего не менялось. Муравьи игнорировали кормушки, продолжая патрулировать корни. Затем разведчики из нескольких колоний обнаружили новые источники пищи. Информация распространилась через феромонные тропы. Колонии начали смещаться вглубь леса. К концу июня 70% муравьев переместились от береговой линии. Мелкая живность начала возвращаться к мангровым корням. Появились первые мальки рыб. Креветки снова стали встречаться в расщелинах корней. Экосистема получила шанс на восстановление. Возникла новая угроза. Концентрация муравьев в глубине леса достигла критических значений. Начали уничтожать гнезда наземных птиц, нападать на мелких млекопитающих, разорять норы грызунов. Лес превращался в царство муравьев, где другим видам не оставалось места. Июльским утром фермер из поселка Масман нашел на своем участке мертвую собаку. Тело животного было покрыто тысячами муравьев. Ветеринар установил причину смерти – анафилактический шок от множественных укусов. Пес наступил на гнездо, муравьи атаковали массово, и их яд оказался смертельным. За следующую неделю погибли еще 3 собаки, 2 кенгуру и несколько десятков кур на местных фермах. Муравьи становились все агрессивнее. Колонии разрастались до невероятных размеров. Некоторые гнезда занимали целые деревья высотой 20 метров. Одна суперколония насчитывала более 2 миллионов особей. 8 июля произошел инцидент, который попал во все новости. Группа туристов отправилась на экскурсию в мангровый лес. Кит Марк Уилсон вел их по деревянному настилу, когда одна из женщин случайно задела ветку с муравьиным гнездом. Насекомые обрушились на группу дождем. 23 человека получили множественные укусы. 3 попали в реанимацию с тяжелой аллергической реакцией. 5-летняя девочка чуть не умерла. Ее укусили более 100 раз, и только экстренное введение адреналина спасло ребенка. Видео с камер туристов облетело интернет. Люди в панике бежали по настилу, отмахиваясь от роя зеленых муравьев. Власти закрыли все туристические маршруты в мангровых лесах. Отели снова начали терять клиентов. Местные жители требовали полного уничтожения муравьев. На площади Кернса прошел митинг с участием 2000 человек. Люди скандировали лозунги против ученых, обвиняя их там в создании биологического оружия. Кларк получил официальное уведомление о прекращении проекта. Правительство приняло решение использовать инсектициды массового действия. Обработка должна была начаться через 72 часа. Это означало гибель не только муравьев, но и всей экосистемы мангровых лесов. Химикаты уничтожили бы все живое на площади в 300 квадратных километров. В отчаянии Кларк созвал экстренное совещание с командой. У них оставалось 3 дня, чтобы найти альтернативу. Биолог Сара Митчелл предложила последнюю безумную идею – использовать огонь. Контролируемые выжигания небольших участков леса могли уничтожить крупнейшие суперколонии и заставить остальных муравьев рассеяться. Идея была опасной. Мангровые леса горели плохо из-за высокой влажности, но если огонь выйдет из-под контроля, пожар может распространиться на жилые районы. Риск был колоссальный, но альтернатива, химическая зачистка, была еще хуже. Кларк связался с пожарной службой Квинсленда. Начальник Джон Макдональд согласился помочь, но потребовал идеальные условия: высокую влажность, отсутствие ветра и полную готовность к тушению. Метеорологи дали окно в 48 часов, период после дождей, когда лес будет достаточно влажным. 10 июля в 5 утра началась операция. Команда из 50 пожарных и 20 биологов вошла в лес. Они идентифицировали 8 крупнейших суперколоний и окружили каждую противопожарными барьерами. Специальные горючие смеси наносили точечно только на гнезда. Первое гнездо вспыхнуло за секунды. Пламя поднялось на высоту 5 метров. Муравьи пытались спасаться, но огонь распространялся быстрее. За 20 минут гнездо превратилось в обугленный остов. 2 миллиона муравьев погибли. Дым был настолько густым, что видимость упала до нескольких метров. Пожарные работали в противогазах, контролируя каждый метр периметра. К полудню уничтожили 5 суперколоний. Оставалось еще 3, самые крупные. Именно тогда ветер изменил направление. Пламя рванулось в сторону жилого поселка. Пожарные развернули все силы на тушение прорыва. Вертолеты сбрасывали воду, наземные бригады создавали защитные полосы. 3 часа команда боролась с огнем, пока не локализовала угрозу в 50 метрах от первых домов. Операцию пришлось остановить. 3 суперколонии остались нетронутыми. Кларк понял, у него больше нет вариантов. Химическая обработка начнется через 18 часов.
Проект провалился. Он сидел на берегу, наблюдая за тлеющими остатками леса, когда заметил странное. Из уцелевших суперколоний потянулись длинные колонны муравьев. Они уходили из зоны пожара, двигаясь на север вдоль побережья. Биолог установил камеры слежения и обнаружил поразительную вещь. И мигрировали массово, покидая территорию. Пожар создал такой стресс для колоний, что сработал древний инстинкт – бежать от опасности. Сутки 3 оставшиеся суперколонии полностью ушли из региона. Они переместились на 40 километров севернее, в необитаемую зону национального парка. 15 июля правительство отменило химическую обработку. В мангровых лесах Кернса осталось только 20% от первоначальной популяции муравьев, достаточно, чтобы контролировать медуз, но недостаточно, чтобы угрожать экосистеме. Паразитические мухи быстро сбалансировали их численность. Пищевая цепочка начала восстанавливаться. К сентябрю в прибрежных водах вернулась рыба, креветки заполонили мангровые корни. Дельфины снова появились в бухтах, птицы загнездились на деревьях. Разнообразие достигло 80% от уровня до начала эксперимента и продолжало расти. Морские осы больше не представляли угрозы, за весь сезон не зафиксировали ни одного смертельного случая. Популяция медуз стабилизировалась на безопасном уровне. Оставшиеся муравьи уничтожали достаточно личинок, чтобы не допустить взрывного роста, но не настолько много, чтобы истребить вид полностью. Университет Джеймса Кука опубликовал полный отчет о проекте в декабре 2003 года. Документ объемом в 300 страниц описывал каждый этап эксперимента, все ошибки и неожиданные последствия. Международное научное сообщество разделилось во мнениях. Одни называли проект прорывом в биологическом контроле, другие — опасным примером вмешательства в природу. Но факты говорили сами за себя. За следующие 5 лет в водах северного Квинсленда погиб только 1 человек от укуса морской осы. Ну что, ученые снова нашли способ заставить природу работать за нас. Если такие истории вас увлекают, загляните на наш сайт whiteori.com. Там много интересных материалов. Ссылка в описании. До эксперимента средний показатель составлял 7 смертей в год. Туристический поток вырос на 120%. Экономика региона получила дополнительные $80 миллионов ежегодно. Самое ядовитое существо планеты все еще плавает в австралийских водах. Морская оса никуда не делась. Но теперь природа сама контролирует ее численность через сложную систему взаимосвязи между муравьями, мухами, рыбой и токсинами. Ученые не победили медузу, они научили экосистему защищать себя. Кларк получил премию Австралийского научного общества в 2005 году. На церемонии он сказал фразу, которую потом цитировали во всех учебниках по экологии: «Мы не контролируем природу. Мы просто иногда подталкиваем ее в нужном направлении и надеемся, что она нас не убьет за это.